Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в описании под любым видео на канале. Спешу сообщить, что у меня есть также личные расклады, обряды на финансовое благополучие, на любовные взаимоотношения, обряды по здоровью, также обрядовые свечи, которые мы делаем своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами и личными консультациями обращайтесь ко мне в личку. Личка указана под любым видео. Также есть закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их просто-напросто заблокирует. В свою очередь я хочу поблагодарить всех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале. Вы помогаете нам становиться лучше. Имена и ники этих подписчиков сейчас появятся на ваших экранах. А с нами сегодня карты Deviant Moon, Безумная Луна Патрика Валенса. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами сегодня о волшебном празднике. С каждым днем Новый год становится все ближе и ближе. И этот праздник самый волшебный в году, и это не случайно. С Новым годом и Рождеством связано множество легенд и преданий, и с некоторыми из них мы познакомимся сегодня. Не обещаю вам, что все окажутся светлыми, и в раскладе будет много позитива и тепла. Несмотря на то, что праздник действительно семейный и уютный, Новый год и Рождество не обошли стороной легенды о страшном и жестоком Санта-Клаусе, который ворует детей по ночам, и о идолах поклонения злым духам, которые лепят из снеговиков. Но обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, с традиционного дедушки с белой бородой и красным колпаком, который олицетворяет собой праздник Нового года и Рождества, Санта-Клауса или нашего Дедушки Мороза. А вот мне интересно, Санта-Клаус и Дед Мороз – это один и тот же персонаж, придуманный по одной легенде, или они имеют разные прототипы? Давайте узнаем. Карты, скажите нам, пожалуйста, правду. Дед Мороз и Санта-Клаус – это один и тот же персонаж, придуманный по одной легенде, или они имеют разные прототипы или прообразы, да, называйте как хотите. Санта-Клаус и Дед Мороз – это один и тот же персонаж, придуманный по одной легенде, или они имеют разные прототипы? Так, доработали что-то, да? Угу. Интересно. Рассказываю, друзья мои. На самом деле легенда берет свое начало издалека, да, по колеснице. А все это дорабатывалось, прорабатывалось, и через боль и чьи-то страдания легенда ожила по-новому. Почему через боль и через страдания, да, чьи-то? Потому что что-то Санта-Клаус делал такого нехорошего в средние века, да, может быть, в 19 веке, как раз у нас будет вопрос про 19 век, что-то нехорошего с детьми, что его все боялись и пугались, и не хотели пускать домой. Санта-Клаус имел огромное значение в средние века, как раз 19 век, да, начало 20 века. Его почитали, ему поклонялись, он был неким божеством. Это не совсем человек, да, это персонаж действительно не придуманный. Те персонажи, которые сейчас ходят у нас с белой бородой из ваты, да, и с красным колпаком, это, естественно, живые люди, да, персонаж действительно был не человеком. Тут даже описано, да, его состояние Бога, да, как нарциссическое расстройство личности или синдром Бога. Человек имеет 6 рук, и человек, возможно, подчиняется каким-то высшим мирам, да, и человека почитают. Но это был не совсем человек, да, Санта-Клауса боялись, и легенду очень хорошо доработали, да, по 8 пентаклей. Это доработанная легенда, которая идет к нам по колеснице издалека. И по 10 мечей что-то плохого делал Санта-Клаус, почему его все остерегались, боялись и прятались от него, возможно, от него прятали своих детей. Потому что если он увидит, если он настигнет, будет плохо, да. 5 жезлов – это карта буллинга, карта физического какого-то применения насилия, да, физического какого-то контакта, да, возможно, что-то происходило с детьми или с родителями, и Санта-Клаус, возможно, выполнял какую-то свою миссию, да, то есть Санта-Клаус был одним из злых духов, если говорить прямо. Прототипа как такового у Санта-Клауса нет. Возможно, это потом уже придумали, что прообразом Санта-Клауса послужил Николай Чудотворец, да, про Николая Чудотворца мы все-таки узнаем, но начало идет к нам
из давних истоков, да, каких-то, вот, то есть вот то, что мы сейчас видим, какого Санта-Клауса, какого Деда Мороза мы сейчас видим, это идет к нам издалека. Кому-то было очень плохо от Санта-Клауса, возможно, был какой-то физический даже контакт, и от него прятали своих детей, но легенда доработанная, и сейчас Санта-Клаус это такой коммерческий дедушка, которому несут деньги, да, за подарки, за то, чтобы он посетил наших детей, да, мы все вызываем Дедушку Мороза на праздники к детям. Я думаю, что в Америке также вызывают Санта-Клауса. И именно не Санта-Клаус и Дед Мороз дарит нашим детям подарки, а наоборот мы отстегиваем какую-то лишнюю монетку, да. Это доработано было, опять-таки, Пентакли, да, для некого коммерческого хода. Но в средние века Санта-Клауса почитали как некое божество, и он даже не был человеком, как я уже сказала, да. Что-то тут происходило, что-то он делал такого, от чего его очень сильно боялись, сторонились и поклонялись ему. Вот об этом здесь речь. Но прообраза как такового Санта-Клаус не имеет. Это некое злое божество, злой дух, который сам себе прообраз, сам себе прототип. Вот об этом здесь речь. Ну, давайте все-таки узнаем, действительно ли прототипом Санта-Клауса послужил Николай Чудотворец. Может быть, мы что-то не до конца раскрыли, да, сейчас я все-таки хочу задать этот вопрос, потому что Николай Чудотворец похож на Санта-Клауса, на Дедушку Мороза, да, только без огромного живота, без мешка с подарками. Действительно ли прообразом Санта-Клауса послужил Николай Чудотворец? Действительно ли прообразом Санта-Клауса послужил некий архиепископ Николай Чудотворец, которого мы сейчас все с вами хорошо знаем? Действительно ли прообразом Санта-Клауса послужил Николай Чудотворец? Здесь двояко, да? Опять двояко. Вроде бы легенда похожа, но, как я уже сказала, Санта-Клаус сам себе прообраз, да? То есть нет. Николай Чудотворец не является прообразом Санта-Клауса. Тут все двояко, тут придумали люди, опять-таки, да. Двойка жезлов обозначает выкорчевать из сухой земли чеснок. Это то, что очень тяжело сделать, то, что очень трудно, как-то трудно додуманная легенда, скажем так, накрученная. Вот как, знаете, я не знаю, вот как взять какую-то легенду и растянуть ее, да? То есть вот как-то недодуманно, недоделано, скажем так, да, людьми. И почему-то люди посчитали, что прообразом Санта-Клауса, раз похож Николай Чудотворец, да, раз он делал какие-то добрые дела, то прообразом Санта-Клауса послужил именно Николай Чудотворец. Нет, неправда. Санта-Клаус – это некое божество. В прошлом, да, сейчас это, конечно, коммерческий дедушка, который ходит и раздает подарки, скажем так. Но нет. Верховная жрица говорит нет, двоечка жезлов говорит двояко, опять-таки, да, натянули тень на плетень, да, очень натянутая история такая, и двоечка мечей говорит о том, что это не один и тот же человек, это два разных человека. Соответственно, прототип Николай Чудотворец прототипом Санта-Клауса не может быть. А вот мне интересно про Николая Чудотворца, у меня все-таки был вопрос, и я хочу его задать, раз уж мы начали. Существует легенда, что архиепископ Николай Чудотворец, который сейчас смотрит на нас всех с икон, был недобрым самаритянином и не давал деньги беднякам, а наоборот, отнимал детей у тех родителей, которые не могли платить ему дань. Правда ли это? Вот существует такая легенда, это не я сама придумала, сразу говорю, да, это легенда такая существует. Давайте узнаем. Существует легенда, что архиепископ Николай Чудотворец, который сейчас смотрит на нас всех с икон в церкви, не был добрым самаритянином, а наоборот, был очень жадным до денег и воровал детей у тех родителей, кто не мог платить ему дань. Был ли Николай Чудотворец хорошим и добрым, или он был жадным и воровал детей? Каким был Николай Чудотворец? Ох, темные делишки, да? Темные делишки, денег ему все время было мало, и история додумана. Угу. Люди всего не знают, что есть на самом деле по рыцарю кубков, да? Да, сейчас расскажу вам, друзья. Ту историю, которую знаем мы,
она докручена, опять-таки, да, про Николая Чудотворца. Вы уж извините меня, все те люди, кто выцерквленные, да, у кого иконы стоят дома Николая Чудотворца и так далее. У меня у самой есть иконы Николая Чудотворца. Но здесь очень темная история, и людьми манипулируют. По сегодняшний день людьми манипулируют с помощью вот этого образа святого Николая. Да, и не только с помощью образа святого Николая, поверьте, если заглянуть в церковь, если копнуть глубже, то здесь история берет свои истоки, там, я не знаю, с какого века, да, но здесь все очень темно, да, иллюминаты здесь придумали такие вещи, чтобы людей сделать марионетками, скажем так, да, извините, что я так подбираю тяжелые слова, потому что мне вот хочется аккуратно как-то, особенно для тех людей, кто религиозен, да. Луна обозначает самую плохую карту в колоде Девиан Мун. И Луна – это темная история, которая скрыта от людей, скрыта, рыцарь кубков. Не все преподнесли так, как было нужно, да. И от плохой истории горящий дом улетели из горящего здания, улетели от плохой истории и сделали историю на свой лад, создали ее на свой лад. Туз жезлов – это история, которая недоделана, как-то переписана, да, то есть людей обманывают, людей дурят. И Николай Чудотворец на самом деле не был таким человеком, который является светлым человеком, является добрым души человеком, да. У него было очень много денег, а все ему было мало. Женщина сидит в замке, и ей скучно. Она выкидывает бокал с балкона замка, да, но сама живет в таких имениях, имеет очень много денег, но ей скучно, у нее апатия. Ей нужно как-то развлечься, да, ей хочется какого-то интереса, ей хочется какого-то гламура, каких-то вечеринок, я не знаю, да. Женщина богатая хочет развлекаться. И точно так же Николай Чудотворец, у которого было много денег, да, но он на самом деле промышлял какими-то не очень хорошими делами. Здесь не говорится о том, что он воровал детей, нет. Здесь немножко про другое. Здесь про то, что человек достаточно жадный, корыстный, скрытный был, да, и у него всегда была апатия, ему всегда чего-то не хватало. Чтобы денег выделить людям, нет, конечно, он таким не занимался. Он не обогащал других людей, он не обогащал бедняков. Это придуманная сказка для людей, чтобы ими манипулировать по темной луне, да. Недосказанная история, была история другая, а мы взяли и перешагнули в другую историю и придумали свою. Какую-то недосказанную, недоделанную, для того, чтобы всех людей сделать жертвами. Потому что повешенный – это карта виктивности, карта жертв. Жертвой легче управлять, рабами легче управлять. Теми рабами, которые посещают церковь и молятся на иконы, ими легче управлять. Вы уж простите меня за такие слова, да? Но история Николая Чудотворца переиначена на свой лад. А кто это сделал? Это сделали иллюминаты, конечно, да, кто управляет этим миром. Следующий вопрос похожий. Еще одна похожая легенда, теперь уже о Санта-Клаусе. Правда ли, что Санта-Клаус до середины 19 века промышлял тем, что воровал непослушных детей и стегал их розгами? Вот теперь про Санта-Клауса проверим, да? Правда ли, что Санта-Клаус до середины 19 века похищал детей и стегал их розгами? Мы уже выяснили, что Санта-Клаус это все-таки не человек, не персонаж некий выдуманный, да, а некий злой дух, да, который существовал или существует по сей день. Правда ли, что Санта-Клаус до середины 19 века воровал детей и стегал их розгами? Прятались от него, да, прятались, иначе убьет. Угу. Сделает так, как ему велено, так, как ему нужно, так, как он это видит. Договаривается с кем-то. Если не договориться, то смерть. Да, правда. И уносит из домов детей, а родители потом остаются в каком-то шоке, да? Правда, да, но он за что-то забирал детей. Если он не мог договориться, то есть Санта-Клаус действительно был злым духом, и если он не мог договориться с человеком о чем-то, да, то он забирал детей, вот давайте вот так вот начнем, да, забирал детей и умерщвлял их, да, здесь смерть наступает на ребенка и втаптывает его в землю. Избивал, умерщвлял его, да, делал так, как ему это велено, так, как ему это нужно, так, как написали, был какой-то определенный трактат, и если по этому трактату не выполнялись условия, да, от родителей, то от родителей забирали детей, а родители оставались вот в таком вот состоянии, вот в таком вот положении, да, прямо из дома он забирал детей, и поэтому родители всегда своих детей прятали. Если какие-то условия не выполнялись, то Санта-Клаус забирал детей. Интересно. И, конечно же, дети становились его добычей, да,
Он их умерщвлял, потому что он с родителями не мог о чем-то договориться. Это было не так, что он просто брал и забирал детей. Это было потому, что он не смог добиться какой-то договоренности. Вот об этом здесь речь. Действительно, Санта-Клаус до середины 19 века промышлял тем, что забирал детей, не воровал, а забирал их по условиям некого определенного договора. И родители очень боялись этого и скрывали своих детей от Санта-Клауса, естественно, да? Следующий вопрос. Кто придумал образ хорошего Санта-Клауса и для чего? Кто придумал вот этого дедушку с белой бородой, с подарками, да? Хотя такого никогда не было. Кто придумал образ хорошего Санта-Клауса и для чего? Кто придумал образ хорошего Санта-Клауса и для чего? Кто придумал образ хорошего Санта-Клауса и для чего? Для денежек, конечно. Я денежки люблю. Да, тот, кто сверху. Король Пентакль – это тот, у кого все деньги мира. Тот, кто в деньгах вообще не нуждается. Тот, кто смотрит на обычных людей свысока. Тот, кто подчинен только своей рациональной стороне. Да? Рациональная сторона отвечает за логику, за ум, за мудрость какую-то, да, и за денежки, конечно, да, за зарабатывание денег, скажем так. У короля Пентаклей только одни деньги на уме. Да? Это как такой коммерческий ход. Придумали этого дедушку, сами иллюминаты, собственно говоря, да, которые правят этим миром. Люди, которые смотрят на нас свысока, или не люди, называйте как хотите, рептилоиды, которые хотят больше денег, больше власти. Здесь не только про деньги речь, да, здесь про порабощение людей. Люди несут нам свои деньги, люди берут кредиты, да, люди берут в долг для того, чтобы насладиться праздником Новый год или Рождество, да, и для этого был придуман прообраз этого Санта-Клауса, этого Дедушки Мороза, для того, чтобы людей держать в жертве. Угу. Да, и было это придумано очень давно. Люди любят подчиняться кому-то. Да, интересно. Из плохого Санта-Клауса, рыцарь мечей, тот, который нападает, они сделали совершенно новую историю, переиначили ее на свой лад. Десятка – это переход в новое. Десятка – это переход от старого в новое через боль и чьи-то страдания. То есть раньше Санта-Клаус поступал так, а не иначе. Он забивал детей, физически как-то их избивал, умерщвлял их, да, нападал как-то на них по рыцарю мечей. И затем была построена новая история. Десятка – переход к новому. Через боль, через страдания выстраданная какая-то новая история. И к этому истоку, к этой новой истории шли очень долго. И так как люди любят кому-то подчиняться, люди любят брать кредиты, люди любят быть рабами, люди любят нести кому-то свои деньги по 20-му старшему аркану Страшный суд, для того, чтобы сделать их окончательно жертвами праздника Новый год, да, ну, жертвы это я так условно, как бы, да, вы уж не думайте, не ругайтесь на меня, а то сейчас скажете, что я вас совсем тут... Я тоже отмечаю праздник Новый год, я тоже люблю Дедушку Мороза, да, я тоже люблю подарки, но здесь, конечно, порабощение населения. Порабощение населения – такой чисто коммерческий ход для того, чтобы люди несли свои денежки белому старичку, да, старичку с белой бородой, вернее, с красным колпаком. Сделали из злого духа Санта-Клауса настоящую такую прибыль, настоящую золотую жилу нашли, да, для того, чтобы родители своим детям приобретали подарки, покупали Дедов Морозов, вызывали на дом Дедов Морозов и так далее и тому подобное. Это чисто коммерческий ход сверху. Сверху люди любят подчиняться кому-то, люди любят нести свои деньги кому-то. А праздник Новый год как нельзя лучше для этого подходит. Следующий вопрос. Правда ли, что снеговик является идолом для поклонения злому богу Мороза Карачуну? Есть такой злой бог, который зовет себя Карачун, да, именуется Карачун. И правда ли, что снеговик является идолом для поклонения злому богу Мороза Карачуну или Карачуну? Как правильно, да? Напишите мне в комментариях. Правда ли, что снеговик является идолом для поклонения злому богу Мороза Карачуну? Карачуну, наверное, правильно. Правда ли, что снеговик является идолом для поклонения злому богу Мороза Карачуну? Правда ли, что снеговик – это идол для поклонения злому богу Мороза Карачуну? Правда. Правда, правда. И чем больше снеговиков мы лепим, тем больше мы заблуждаемся, карта двойка пентаклей, да, и тем больше мы подчиняем себя
злому богу мороза Карачуну, который может нас, скажем так, заморозить, который может нас себе подчинить и так далее и тому подобное. Да, действительно, как только люди лепят снеговика, они попадают в лапы кого? Злого бога Карачуна. Змея Уроборос также об этом говорит, да. Не случайно снеговика придумали, их лепит, наверное, весь мир, да, в Америке тоже лепят, везде лепят снеговика, детки лепят, да, особенно любят лепить. И по 21-му старшему аркану, по тузу Пентаклей, это подчинение себе народа через идолопоклонение злого бога. Как бы это волшебно, как бы это сказочно сейчас не звучало, мы сами себя обманываем. Двойка Пентаклей – это карта мошенничества. Сами себя обманываем, сами себя подчиняем неким злым богам через идола снеговика, да, которого мы лепим, который лепят наши дети. Это не значит, что вот сейчас вот просто не лепите снеговиков, потому что я вам так сказала, да, я просто сейчас вам рассказываю, что есть что, да, чтобы вы хотя бы знали и имели представление о том, что это за праздник Новый год. Следующий вопрос. 20 декабря 1699 года, это предыстория, да, перед вопросом, Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января. Для чего Петр I перевел Россию в 1699 году на новое летоисчисление? Для чего Петр I перевел Россию в 1699 году на новое летоисчисление? Для чего Петр I перевел Россию в 1699 году на новое летоисчисление? И мы теперь празднуем Новый год не 1 сентября, а с 31 декабря на 1 января. Так. Тут что-то про деньги, да? Да, тут интересен тот факт, что 31 декабря по римскому праву с рабов собирают налоги. Римское право, Папа Римский, католическая церковь, да? И начиналось все именно в Риме, да? По римскому праву 31 декабря с рабов собирают налоги. И теперь мы живем по римскому праву, после того, как Петр I издал указ в 1699 году о том, что у нас теперь новое летоисчисление, да, Новый год мы празднуем, потому что 31 декабря с рабов собирают налоги. Рабы, рыцарь Пентаклей, это раб системы, да, это моральный инвалид, который совершенно не имеет никаких своих прав, и он несет налоги, с него собирают эти налоги, да. И для того, чтобы налоги было собирать легче, для того, чтобы люди были совершенно в каком-то другом настроении, 31 декабря празднуется Новый год. Собирать с людей опять, да, для того, чтобы люди были спокойны за то, что они оплачивают свои налоги. За то, чтобы, для того, чтобы легче было следить за людьми. Во-первых, да, паш мечей, для того, чтобы легче было отслеживать поведение людей. Ну, опять-таки, рабская система, да, вот это вот все как обычно, да, у нас все, что мы любим в России. Для того, чтобы было удобно отслеживать поведение людей, для того, чтобы люди находились в умеренности, хотя люди отдают налоги государству, да, для того, чтобы требовать с людей налоги, собирать с людей налоги было приятнее, потому что люди совершенно в другой прострации находятся перед Новым годом. Новый год, Рождество, время сказки, время чудес, да. Никто даже не думает о том, что с нас собирают налоги государства. И мы теперь живем по римскому праву, как рабы, да, то есть мы рабы системы, мы отдаем по звезде, мы что-то получаем, нам дают праздник, но мы очень много отдаем своих ресурсов, своих денег, да, живем по римскому праву, мы в кармане у Папы Римского на самом деле, да, вот посмотрите, карта Иерофанта, мы в кармане, мы приспешники Папы Римского, мы приспешники правительства и государства. Мы являемся рабами, мы отдаем деньги, за нами следят, но мы находимся в умеренности, потому что празднуем праздник такой замечательный, как Новый год и Рождество. И даже не замечаем, что с нас собирают, что с нас все время сосут. А сосет кто? Правительство и высшие власти, которые за нами наблюдают. По пажу мечей, да? Вот для этого в 1699 году Петр I перешел на
новое летоисчисление, потому что тоже наверняка был масоном, да? Ну, наверняка или не наверняка, вы узнаете в моем раскладе, где-то здесь появится ссылка на расклад про Петра Первого, у меня есть на канале. Часто в интернете можно увидеть вопросы про ель, следующий вопрос, которые задают люди. Например, почему ель символизирует у славян смерть? На самом деле дело обстоит немного иначе. У наших предков ель была сакральным деревом. Они верили, что окружающая природа живет собственной жизнью и обладает душой. Ель у славян считалась деревом жизни, которая не перестает существовать даже в период холодов. То есть жизнь живет в дереве, жизнь живет в елке даже тогда, когда наступают сильные морозы. И летом, и зимой ель живет. Но ель живет только до тех времен, до того времени, пока человек не срубит эту елку. Так вот вопрос. Рубить живую ель и ставить ее в доме как символ Нового года – это хорошо для энергии семьи или плохо? Рубить живую ель и ставить ее в доме как символ Нового года – это хорошо для энергии семьи или плохо? Рубить живую ель и ставить ее в доме как символ Нового года – это хорошо для энергии семьи или же это все-таки плохо? Нужно беречь, да, нужно беречь, а не срубать, потому что что-то очень важное упускают люди. Опять-таки, да, беречь как зеницу ока. Елка – это очень важное дерево на самом деле, которое мы не чтим, не храним, и потом после Нового года, после Старого Нового года просто выбрасываем, да. И тут говорится о том, что люди просто срубают это дерево, но что-то важное упускают. Посмотрите, ворона несет письмецо, а человек даже не обернулся, даже не посмотрел на какой-то важный момент в своей жизни и просто срубает без зазрения совести это сакральное дерево. Оно действительно считается сакральным. Хорошо или плохо рубить живую ель? Плохо. Оставить ли ее в доме как символ Нового года? Хорошо это или плохо для энергии семьи? Заблуждаются люди, да? Заблуждаются, это плохо. Угу. Да. Это обман. Людей обманули. Тот, кто это придумал, обманул людей для того, чтобы... То есть обманули человека, когда сказали ему, что ставить елку в доме – это хорошо. Понимаете? То есть здесь какой-то обман есть. Здесь есть опять какое-то подчинение человека чему-то. Человек до чего-то не догадывается, во что-то не врубается опять, да, как обычно. Елку нужно хранить, елку нужно беречь. Это дерево сакральное, это дерево надежды. Даже когда идешь в лес, заниматься какими-то обрядами, духи леса, они оберегают это дерево. Оно является действительно сакральным, около которого могут происходить всевозможные обряды, чистки и так далее. Да? Дерево ни в коем случае нельзя срубать, тем более ставить его дома. Да? Энергия семьи портится, начинается ругань, начинается зло какое-то, да? Все начинает валиться из рук, все начинает становиться каким-то мрачным, плохим, да, если дерево поставить, живое дерево поставить в доме. Возможно, мы не замечаем каких-то таких моментов, мы ставим дерево, ну поставили и поставили, да, живую елку в доме. Но начинается какая-то ругань, какие-то ругачки, драчки и так далее, да, то есть ссоры какие-то. Это все из-за того, что мы ставим дерево жизни, но дерево жизни превращается в дерево смерти, когда человек срубает елку. Нас кто-то очень сильно обманул, а кто опять, да, высшие силы, иллюминаты и так далее, люди, которые не являются людьми. И человек очень сильно заблуждается, когда рубит елку, потому что елку нужно оберегать и хранить. Человек до чего-то не догадывается и срубает живое дерево, живую жизнь, скажем так, да? И потом дома начинают происходить неприятные инциденты. На самом деле дерево нужно беречь. Туз кубков – это дерево любви, дерево желаний, дерево возможностей, да? Елка – это дерево жизни. Поэтому елку ни в коем случае живую дома ставить нельзя. Искусственную, пожалуйста. Но прошу вас, люди, не рубите елки. Елки тоже хотят жить. У них жизнь еще живее, чем в нас, поверьте. Точно так же в них кипит кровь, да, и точно так же они являются символом, сакральным символом жизни, как и мы с вами. И последний вопрос, друзья мои. Традиция отмечать Новый год – это во благо для славянского народа или нет? Традиция отмечать Новый год – это во благо для славянского народа или же нет? Традиция отмечать Новый год. Вот мы узнали, для чего мы отмечаем Новый год на
с 31 на 1 января, да, с 31 декабря на 1 января. А традиция отмечает Новый год. Это вообще во благо для славянского народа? Или же нет? Ох. Угу. Рассказываю, друзья мои. Ну, слушайте, отмечать или нет, во благо или нет, ну, то есть это вы решаете сами, конечно, да, потому что очень многие любят собираться за семейным столом, да, это нормально, и мы тоже любим собираться за семейным столом, но здесь опять-таки все говорится о коммерческих отношениях, да, о том, что я заберу у тебя деньги, да, пока ты не видишь этого, пока ты этого не чувствуешь, да, опять этот сбор налогов 31 декабря, да, опять то, что мы рабы, мы с вами живем по римскому праву и так далее, да, то, что так или так, а не иначе вы должны жить, да, карта колеса фортуны, карта фатализма, да, когда человек другой жизни просто не видел, вот его научили с детства как нужно, да, и по-другому он просто не будет делать. Вот здесь вот об этом речь. Мы с вами изначально уже на берегу договорились, мы под вас подстраиваемся, и вы под нас подстраиваетесь. Вы делаете нашу жизнь лучше, говорит правительство, говорит высшее мировое правительство, да. Во благо или нет, решайте сами, конечно, да, но тут мы даже защититься не можем, да, и тут, скорее всего, из нас делают дураков, хотела сказать, из нас делают дураков, да, нас дурят, мы немножко такие облапошенные, отдаем налоги, отдаем деньги, да, и спокойно идем гулять на праздники, да, и опять-таки праздники длятся сколько дней, мы все свои деньги отдаем, ничего не зарабатываем, да, праздники все идут и не заканчиваются, а для правительства это только за счастье, скажем так, да, нас подстраивают под себя, и мы, переступая через себя, да, самообманываемся как бы этим самым праздником, да, на самом деле этого праздника вообще не должно было существовать, раньше уже мы как-то жили по-другому летоисчислению, да, и праздновали праздник Коляда, Иван Купала и другие праздники, которые не собирали с нас дань, скажем так, да, налогов и так далее. Сейчас мы живем по другому праву. Но это вам решать, отмечать Новый год или нет, мы отмечаем его в любом случае, это традиция, да, и тут говорится о том, что уже традиция с детства, и людей так научили отмечать этот Новый год. Во благо или нет, конечно, если вы в семейном кругу праздник отмечаете, да, конечно, во благо, но если вы отмечаете где-то, да, и человек же может очень сильно злоупотребить алкоголем в эту ночь, да, и случаются всякие непонятные казусы, которые только на руку, я думаю, что нашему мировому правительству. Поэтому вы решайте сами, как отмечать Новый год, отмечать ли его вообще, и что это за праздник такой Новый год, да, это был расклад про Новый год. Если вы напишите мне какие-то вопросы, возможно, мы снимем вторую часть, да, как раз перед Новым годом. Пишите мне, пожалуйста, комментарии, пишите мне, пожалуйста, в наш чат. Мы разберем другие какие-то вопросы о этом празднике, да, о Новом годе, о Рождестве, возможно, да. Я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч!